I'm Patrick Lancaster, and unfortunately, as some of you may know, on Saturday there was a horrible tragedy. Again, Ukrainian forces fired on civilians, and again killing 28 civilians, just like they did weeks ago in Donetsk. No, this time it was in the Lugansk People's Republic area, specifically Lysychansk, a semi-frontline village about 10-15 kilometers from the front line. And these 28 people were killed when Ukraine fired on a civilian area, particularly the last bakery standing in Lysychansk. And to make it even worse, Ukraine used the United States supplied HIMARS rockets to do this. Many civilians died, a child was killed, and even the head of the emergency services for the Lugansk People's Republic area was killed in this attack. And now this bakery was the last one standing, and sometimes they gave humanitarian aid out. It was a place where there was many civilians all of the time. And now we can see some of the aftermath here. Медиков позови! Медиков! Здесь, медик! Давай! Сотное лови! Давай! Бери! Взяли! Давай, не спеши! Повыше ее! Штыри аккуратно. Рука, руку не вывели! Ногу туда! Давай! Держу! За хлебом, да, приходили. Галина, расскажите, что это было за место? Это в Лисичанске у нас, практически центр. Район Адриатики у нас так всегда называется. Тут раньше ресторан был. Да, здесь у нас открылась пекарня. магазин. Она всегда здесь была. Хозяева хорошие. Они и до войны были, и после войны вернулись. Торты выпекали, торты всегда были, все сладости, все развозили по всему городу. Пирожные, лаваши. Но что военных здесь не было, не Шаурма. живут они здесь у нас рядом, просто нет. Вы дома находились или нет в этот момент? Дома мы не находились. Мы были у родственников. И пришли мы уже 4 часа сюда вечера. Вот уже случилось. Военных объектов вблизи нету здесь. Вы здесь не живете, да? Мы? Да. Ну как мы не живем? Сейчас свет есть, немає, мы не можем запустить котел. Холод. Мы живем у родственников. А сюда днем мы приходим. Проведать, да? Ну как, собачка у нас тут, кошки. А соседи вообще есть кто-нибудь? Ну, они тоже ушли к родителям. Они все время были. Они водой запускали котел. Ну, там парень такой может сам делать. А У вас дом пострадал, не пострадал, что-то видели? без окон. Окна вылетели, да? Да, Забор, вот вижу, тоже посекло. Это тоже, да. Ну, весь забор посеченный, да. А зовут вас как? Вера Владимировна. Люди пострадали те, которые пришли на отдых. Здесь находится пекарня совмещенная с кафе. Субботний вечер, соответственно, после трудовой недели люди пришли отдохнуть, съесть то пирожное, кто просто посидеть, попить кофе. И в это время очередной обстрел. Значит, с слаженными силами мы быстро приступили к работе. Наша задача была как можно больше вытащить людей из-под завала. Значит, 10 человек мы смогли спасти живыми с различными степенями тяжести. Они направлены в различные больницы нашей республики. Но 28 человек мы, соответственно не смогли достать, уже достали из-под завалов где-то мертвыми. Из них 5-летний ребенок.
as you see, horrible situation. But we're doing what we can to cover the facts here on the ground. We weren't on the location exactly when it happened or shortly after, but we're doing what we can to show you as many facts as we can that we can see with our own eyes. Right now, we're at the main Lugansk hospital, and we're going to be talking to the director here to see what the status is of the injured, because in addition to the 28 killed, there was 10 civilians injured. So we're going to see what he has to say about the status of those, and we hope they're all going to make it, but he'll be able to tell us more. And then hopefully we're going to be able to talk to some of the injured, but we'll see what their situation is. But help me show the world what's really happening here, because it's just not right. 28 killed weeks ago in Donetsk by a Ukrainian attack with Western supplied weapons. Now 28 more here in Lugansk. Something needs to be done. Let's show the world together. На данный момент из 6 пострадавших при обстреле города Лисичанск, доставленных в Луганскую республиканскую клиническую больницу, 3 пациента находятся в реанимационном отделении, 2 из них с положительной динамикой, один пациент находится в таком же состоянии без изменений, 1 пациент из реанимационного отделения уже переведен в отделение хирургии. На данный момент проводятся телеконсультации с федеральными центрами для принятия решения о дальнейшей тактике лечения. Все пациенты получают лечение в полном объеме, необходимое для травм, которые они получили, абсолютно на безоплатной основе. Медикаментами все обеспечены, все расходные материалы, все имеется в достаточном количестве. Представьтесь, пожалуйста, имя, фамилия и должность. Заместитель главного врача по хирургической работе Катуха Дмитрий Юрьевич. А все-таки для понимания можно, когда серьезные травмы, раз реанимация, это разъяснить? На вчерашний момент, когда пациенты были доставлены в Луганскую республиканскую клиническую больницу, 6 пациентов были доставлены именно в реанимационное отделение с тяжелыми торако-абдоминальными ранениями, с черепно-мозговыми травмами, с переломами длинных трубчатых костей. Вот на сегодняшний момент пациент один с абдоминальным ранением переведен в хирургическое отделение, уже стабильный абсолютно. 2 пациента находятся в отделении ортопедии и травматологии с переломами нижней конечности, с переломом таза. Также пациенты готовятся уже ко второму этапу оперативных вмешательств. Пациенты, которые находятся в реанимационном отделении, их остается 3 человека. Это 2 женщины, 1 мужчина. 2 женщины уже сняты с аппаратов искусственной вентиляции легких. Они абсолютно стабильные. Готовятся, думаю, тоже будут, скорее всего, переведены на днях в соматическое отделение непосредственно. 1 пациент находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Он у нас самый крайне тяжелый. Вот. Врачи делают все возможное, что необходимо для спасения жизни, для восстановления данных пациентов. Есть ли необходимость перевозить пациентов в федеральный центр клиники? Сейчас буквально вот в течение часа будет еще одна телеконсультация с федеральными центрами. На данный момент идет определение о необходимости и о целесообразности переведения, в том числе перевода пациентов, в том числе выбираются федеральные центры, куда пациенты могут переведены при необходимости. Спасибо большое. Спасибо. По данным науки 4 февраля. Кирилл, пойдем, побежали. Привезли продукты, питание. В общем, начали выгружать, и буквально, я ничего не понял, секунды какие-то, слышу крики, и меня ударило что-то в спину. Я поворачиваюсь, меня задавило плитами. И очень много там кричало: помогите, а мы все сами под плитами. Благодаря ребятам МЧС, там военные были, комендатура, они все очень нам помогали мне домкратом вытягивать. Сработали они очень хорошо. Большое вам человеческое спасибо. Выстроилось, да? Час-полтора, вытянули. А потом меня на скорой, я отключился, меня вывезли, а дальше они стали остальных вытягивать. Сейчас как себя чувствуете? Шевелиться не могу. Меня вылечат.
А вокруг, помните, вот до момента, как бы, да, люди вокруг были, там, семьи, дети, там, какие люди были? Обычные горожане? Ну, обычные гражданские люди, там военных не было, никого, абсолютно никого не было. Просто обычные люди. Все, пробегаем. All right, you've heard the facts from the director of the hospital himself about what the status of the injured people in this tragedy was. Share this video so more of the Western world can see what's really happening here on the ground. Don't just watch my reports, watch reports from both sides, but you need to see this information because obviously this attack by Ukrainian forces using American supplied weapons on civilians was wrong, and the world needs to know about it.